Вот это я, конечно, сейчас жестко психанул. Взял заказик с них. Всем здорово, пацаны. Начинаем работу. В общем, пока еду за заказом, расскажу историю, как это получилось. С утра все сухо, нормально было, выехал на свою основную работу. Взял, конечно, сумку, как положено. Думаю, погоняю весь центр, потому что мне отсюда ближе ехать на работу, чем возвращаться домой. Днем, конечно, пошел снег, я думал, все, пока туха моя отменяется, но он быстро высох, я думал, все, теперь точно поеду работать. Работа моя закончилась, я, как обычно, собрался, включился, жду, думал, придет заказ, не придет. Плюс ко всему дневному бонусу еще 60 гривен за час, ну, по часовку начали выплачивать. Собрался, в общем, улетел сразу заказ. Иду ехать в Япошку, выхожу, на улице снег, где-то не пропел. Ну что, придется ехать. А в Япошку ехать где недалеко, а вписаться 12 минут. Потому что я выбрал велосипед сегодня. В принципе, хорошо, что выбрал, потому что расстояние должно быть, по идее, поменьше. Время на доставку побольше. Я думаю, что это не выкатили по часовку. А по часовку выкатили, потому что погода не очень. Пока вышел с Япошки, снег закончился. В принципе, можно и погонять, повозить заказники. Но дело в том, что не погоняешь, потому что скользко. У меня еще покрышки все выше, поэтому особо не полетаешь. Потихоньку ездить. Пока курьеры ждут заказы, я работаю в Макдональдсе, тикток снимаю. А потом клиент жалуется, что курьер долго едет. Спалили. Подожди, я показываю, как прыгать. Так, когда второй заказик была вот эта с ресторанчика 1794, или какая-то там смена сегодня отморожена вообще в ноль, блядь. Чего я не знаю. Пришел, блядь, все какие-то на морозе, спрашивал, кого заказ забрать. Я не знаю, говорю, у оператора, блядь. Где оператор? Я не знаю, не мешает. Официанты какие-то, блядь, чисто на морозе. Вышел этот оператор, вынесел заказ тоже, блядь, не здрасте, не свидания. Я поздоровался, а ноль на маску. Короче, типа отбитый, блядь. В прошлый раз отлежал, нормальный там был, блядь, сейчас. Такое ощущение, как будто их в бокс нашел, блядь. В общем, сделал 2 заказа. Сейчас минимальные заказы по 50 гривен. И сейчас перевелся на мотоаккаунт. Потому что наверное, что мне не в кайф возить по 50 гривен. Да, со стороны это звучит, как будто зажрался по отношению к голову, возишь по 40-35, то здесь по 50 впадло возить. Так, еще один на Аркадия. Короче, немного пожалел, то, что я перебрался на мотоаккаунт. С KFC вез в Синема-Сити, заказика Синема-Сити, кинула в его дома, с его дома ехать на Прохоровскую. Нормальное такое расстояние, конечно. Но есть одна интересная история с этим заказиком, который я ехал в Синема-Сити вез. Ну, расскажу чуть попозже, потому что нужно ехать сейчас очень далеко. На улице холодно, ветрено, поэтому расскажу чуть-чуть попозже. Еще 30-ка чая. Это мне нравится. В общем, контентик собираем, пацаны, потом расскажу, потому что сейчас нету времени.
Так, нужно закрыть заказ. Угу. И перевестись, наверное, на Вело, блин. Хотя мне мото уже нравится. Ладно, погоняем пока на мото. Так, потом расскажу интересную историю. Судя по всему, уже 2 интересных истории. Так, сколько мне дали? 6 километров ехал, 93 гривны. Ну, я так и думал. Я думал, что ближе к сотке будет. 93,50. Ну, неплохо. Неплохо. Ще надо одну доставку зробити. Короче, у меня камера уже не работает, отказывается работать в минусовых температурах. Поначалу еще что-то снимали, но потом уже начинает вырубаться. Я меняю батарею, обогреваю ее как-то, но начинает сыпать больше заказов, постоянно езжу, тем более холодный ветер. И не успевает камера обогреваться, даже теплая батарея не помогает надолго. Поэтому расскажу концовку своего путешествия уже дома. Самое интересное, что я хочу рассказать, это то, как я получил электронный чай в борте. Да, электронный чай можно все-таки получить, было бы желание. Как это было? Поймал я заказе в KFC, нужно было ехать в Cinema City. Да, я просто перед этим переключился на мопед и пожалел об этом поначалу, но потом мои все-таки ожидания оправдались. Поймал это заказик, стою, жду, пока выдадут, там еще долго собирает, как обычно. И тут мне, хотя в этом приложении, получается, все писали, как куда же идти, или какого магазина будет сдать, кому отдать, ну, все как положено, координаты просто отличные. И звонит парень, говорит, так и так, вы будете давать заказик в KFC, там и моя жена будет, вы учите ей, как бы я там вам скину сейчас смс-кой координаты, куда вам подойти. Я говорю, да, хорошо, типа без проблем, не вопрос. Он скидывает смс-кой мне на телефон координаты, практически те же самые, тоже воли какого магазина, кто будет сдать, номер телефона жены, как ее зовут, ну, все как положено. Ну, я забираю заказ, еду туда, только захожу в Cinema City, и меня тут же сразу встречают, и даже не пришлось подниматься на 2-й этаж. Я отдал заказик, там пожирал хороший аппетита, как обычно, и выхожу, прилетает мне заказик на Маршалова, это в Йога-дом, еду я туда, подача, да, конечно, подача не маленькая, сами понимаете, где Cinema City и на Маршалова куда ехать. Ладно, еду я туда, приезжаю, и там как обычно, не готово нифига вообще, я ждал там минут 20, еще дольше, чем в KFC, блин. Ну, хожу хоть в тепле. Сижу, гоняю в телефоне, смотрю, у меня партишок прилетел на Монобанк. Я думаю, откуда, кто это мне парти не скинул на Монобанк. Думаю, может опять донаты прилетели. Мне как-то раз скидывали тоже донат. Начинаю смотреть, кто откуда, и тут написано, типа, за доставку с KFC. Не, я сначала такой смотрю, фамилия, кто скинул. Что-то эта фамилия знакомая, где-то я только что видел. Вспоминаю, что это в сообщении, кому отдать, была тоже такая самая фамилия. Я возвращаюсь туда, смотрю, точно фамилия та же самая. И потом уже видел это сообщение в Монобанке, что это за доставку. Я такой, нифига себе, получается, человек додумался по номеру телефона найти карту и потом на карту Монобанка скинуть платежок. Представляете? Я ему не говорил номер карты своей. Нифига. И как бы, блядь, и про чай вообще разговора не было. Человек сам додумался найти
Ему, получается, нужно было сохранить мой номер телефона ВКонтакте, и потом в приложении в Модабанке выбивает список контактов с телефонной книги, у кого есть Монобанк привязан к этому номеру. И он, получается, таким образом нашел мою карту, ну, скинул, получается, номер телефона, и мне прилетел чай. Я был просто в шоке, блин. Человек захотел дать чаюху, человек дал ее. Понимаете, в чем прикол? Было бы желание, чай можно дать в любом случае. Я, соответственно, отпишусь ему в этом в сообщении, типа, спасибо за чай, неожиданно отвечаю человек, спасибо вам, блядь, за хорошее, да, за хорошее обслуживание. Понимаете, ну, приятно, приятно, конечно. И это еще не все. Дождался я, получается, этот заказ в этот йога-доме, забираю его, везу его, блин, не помню уже, куда ехал, где-то за еврейской больницей, приезжаю туда, тоже отдаю человеку заказ, ехал, что-то там, по-моему, 6 километров мне показало, отдаю человеку заказ, он мне говорит, у вас есть карта? Я говорю, ну да, Приватки и Монобанк, ну давайте мне Монобанк. В чем прикол? Он говорит, типа, зайдите в приложение и потрусите телефоном. Я думаю, что он хочет. А оказывается, заходишь в приложение и начинаешь пару раз потрусить телефоном, и он начинает искать, кто вблизи находится тоже с приложением Монобанк. Я потрусил, он потрусил, мне сразу показывает радиус, первая точка, кто есть тоже в активе. И он мне скидывает на Монобанк еще 30-ку. Я был в шоке, получается. Все-таки электронный чай можно получить. Я получаю эту 30-ку чая, довольный, как слон. Ну и потом понижать меня уже начинает болт кидать по всей Одессе. Уехал я в центр, думаю, еще пару заказиков сделаю до 5. Я не помню, было там мне 5 заказов или нет. Короче, еду в центр, там беру шаурму, Алибаба, по-моему, отвез один рядышком, второй падает опять Алибаба, и ехать Сатурну, куда я заказ уже принял, Сатурну, куда ехать Пешоновская, там что-то 20 или 21 штук по карте, это вообще, блин, какие-то гаражи там или стоянка. Ну, что за херня? Сатурн дальше в комментариях написано, типа, Княжеская 35, по-моему. Думаю, не понял. Ладно, хрен с ним. Как раз буду ехать по пути, мне вот через Княжескую проеду, наберу человека, уточню точно, Княжеской я давать, либо на Пешоновской, потому что там вообще гаражи, тундра, не знаю, что туда. Приезжаю на Княжескую, набираю, говорю, да, я все-таки на Княжеской заказывал. Типа я указала точку Княжескую и в комментариях писала Княжеская. Ну ладно, хрен с вами, у меня тут совсем другая информация. Хорошо, в принципе, что я прочитал комментарии и посмотрел на карте, понял, что ехать туда не стоит, блин, потому что поехал бы туда, там где-то около километра от Княжинской, потом возвращаться обратно, ну, короче, это просто бред. Поэтому всегда, когда вы там принимаете заказы, всегда читайте комментарии сразу, а не после того, как приезжаете на точку. А то у меня бывало пару раз, когда я вижу, куда ехать, комментарии, ну, после из-за того, что бегом не читаю, приезжаю на место, а потом читаю комментарии. А в этот раз я что-то решил, ну давай что-то почитай комментарии, куда там точно ехать. Что ты вообще-то Княжишка. Хорошо, чтобы не поехал, я не знаю куда. Потом опять поймал шаурму в этом лава-шеф. Закинула мне вообще где-то, по-моему, на Яша Гаршина, где-то там, блядь, вообще с бабушкой закинул. Я, блин, там никогда не был. Приехал туда, ну, у меня адрес, все нормально было указано. Чувак с ракетой тоже вижу, метится, что-то там по двору ищет, говорит, блин, дура, не может нормально адрес указать и сама не знает, где находится. Я думаю, чувак, как я тебя понимаю, блин, у меня таких заказов тоже бывает очень много, когда ты приезжаешь на адрес, а они сами не понимают, где они находятся, и написать толком не могут. Ходит, матерится, там что-то ругается, пошел дальше искать ее. Я даю этот заказ и вижу, думаю, блин, сейчас по Балковской, если не будет заказа, как раз и поеду в сторону дома. Падает опять мне, блядь, этот лава-шеф. Ну ладно, думаю, возьму еще его. Как раз, наверное, будет последний, потому что там что-то уже было, по-моему, без 10 или без 15-11. Ехать, по-моему, на градоначальницкую, где-то так, или на
а не ехать на Раскидаевскую. И там как раз спускаться в самый низ Балтовской. Приехал туда, отдаю заказ, и было уже что-то, по-моему, 15 минут 12-го. Я тебе понимаю, ну все, наверное, уже на этом шабаш. И у меня было как раз 8 заказов сделано. Много нахрен с ним, 8 так 8, до 10 все равно не дотягиваю. Еще 20 чая мне чувак дал наличными. Думаю, отлично. Закрываю заказ. Думаю, все-таки сейчас придется по Балковской спуститься и поеду домой, как я и думал ранее. Ага, хрен там. Прилетает суши. Как вы думаете, откуда? Сергеядова, блядь. Тундра такая, бляха-муха. Я понимаю, что если я сейчас от него откажусь, то моя почасовка просто, блядь, уйдет нахрен. 300 гривен, короче, блядь, пропадут. Понимаю, а везти там оказалось недалеко, там что-то, сейчас скажу точно, куда я ехал. А ехал я на Бахтерево, блядь, ну, короче, там 50 гривен мне дали за этот заказ. А ехать от этой точки до Ядова, блядь, по-моему, около 3 километров. А везти всего лишь километр. Я, блин, думаю, пипец, вот это мне подфартило, блядь. Че я сразу не отключился, когда я только же, блядь, отдал этот на Раскидаевский заказ. Ну, думаю, хрен с ним, придется ехать уже, а то почасовка в минус уйдет. Поехал туда уже, взял заказ, отвез людям. Ну, и оттуда уже спускаюсь вниз и полетел домой. Хорошо, хоть батареи хватило, домой дотянул нормально, почти на нуле, но доехал. Вот такие вот у меня были покатушки. Обидно, конечно, один заказ не хватило до десятки. Ну, бывает. Хотя я уже думал, ну, раз мне этот упал, может еще какой-то упадет. Ну, увы. Я закрыл его практически там в половину. 12. Думаю, ну мало ли, может еще один упадет. Я бы уже был бы согласен, тоже хрен знает куда поехать. Чтобы сделать десятку и плюс 150 гривен, как бы лишних не бывает. Но не повезло. Да я, в принципе, так неплохо покатался. У меня на этом, в принципе, все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и до встречи. До новых покатушек.